В этом выпуске мы с вами продолжим гулять по Манхэттену. Посетим одну из самых интересных и скандальных достопримечательностей, попробуем знаменитый ролл с лобстером, а закончим нашу прогулку в Бруклине, в районе, где до сих пор царит атмосфера 90-х. Вчера в Нью-Йорке был настоящий снегопад, и люди радовались ему как дети. Но утром наступила другая реальность. И вот после вчерашнего снега, который, в принципе, идет до сих пор, вы посмотрите, дорожные службы вообще ничего не убирают. А мы сейчас находимся на одной из самых центральных улиц, на Таймс-сквер. Зато сейчас на дорогах практически нет машин. Красота! Можно выбежать на 7-ю авеню и сделать несколько фотографий. Нашу прогулку мы решили начать с очень яркой достопримечательности города. И, наверное, самой необычной смотровой площадки, на которой я когда-либо была. Мы направляемся к Весселу. Это гигантское произведение искусства высотой 46 метров открылось в 2019 году. Смотровая площадка, похожая на лабиринт, переплетена между собой 154 лестничными пролетами. На ней находится 80 смотровых площадок, а общий вес конструкции достигает 600 тонн. Для того, чтобы попасть внутрь, нужно заранее за несколько дней зарегистрироваться, потому что во время пандемии количество билетов ограничено. Сделать это можно через официальный сайт совершенно бесплатно. Для этого всего лишь нужно выбрать день и время. Дизайн скульптуры долго держался в секрете. Вокруг сталелитейного завода на северо-западе Италии, где строился скелет конструкции, даже был поставлен 6-метровый забор, чтобы никто не смог подсмотреть. Очень многие сравнивают внешний вид этого здания с гигантским ульем. А вот архитектор сказал, что на подобный проект его вдохновили ступенчатые хранилища воды в Индии. А что вам больше всего это напоминает? Напишите в комментариях. Как вы думаете, во сколько обошлась постройка всего этого? Прикинули у себя в голове сумму? Так вот, все это вышло в 200 миллионов долларов. Сумасшедшие деньги. И критики даже назвали эту постройку решетчатой лестницей в форме корзины для мусора, ведущей в никуда. Но, как сказал один из руководителей этого проекта, мы никогда не проектировали ничего подобного и, вероятно, никогда больше не будем. Блин, с этими перелетами не выспишься совсем. Еще и джетлаг этот. А работать надо как-то, подписчики ждут. Как эти американцы все успевают жить в таком темпе? Это же ужас какой-то. Тут точно должен быть какой-то секрет. Коллекция эмоций – самая ценная коллекция, которую можно собрать. Открывайте новое каждый день. Точно! Гринфилд! Ничего себе, пахнет как настоящий цитрусовый лес. А вкусно? Слушайте, вообще пачка очень удобная. Можно сразу же все вкусы попробовать. Смотрите, сколько их здесь. Прикольно же? Так, пора идти работать. Выпуски себя сами не напишут. А вот это я, пожалуй, заберу с собой.
Совмещать посещение Весела лучше всего с парком Хайлайн. И это один из самых известных урбанистических парков в мире, который находится на бывшей железной дороге. Местами в парке видно даже старые железнодорожные пути. В 19 веке вдоль 10-го авеню проходила железнодорожная ветка. Этот участок дороги был очень опасным. За 30 лет здесь погибло более 500 человек, а 10-ю авеню прозвали авеню смерти. Ситуацию не могли спасти даже ковбои в стиле Дикого Запада, которые ехали перед поездом и разгоняли людей и машины. Поэтому рельсы решили перенести, и в 1933 году первый поезд отправился по путям над землей. Но со временем огромным спросом стали пользоваться грузовые автомобили, и железнодорожная эстакада стала ненужной. Движение вагонов остановили, а через какое-то время, благодаря общественным организациям и активистам, которые не позволили снести ветку, на этом месте решили возвести вот такое вот общественное пространство. Сейчас этот парк работает только по выходным, и чтобы сюда зайти, нужно опять сделать предварительную регистрацию. Но, если честно, он выглядит сейчас до такой степени уныло. Сейчас нет солнца, все завалено снегом, вот такие вот леса стоят, и выглядит все это некрасиво и даже какую-то тоску навевает. Длина парка почти 2,5 километра. По задумке создателей, Хайлайн должен был быть кусочком дикой природы в каменных джунглях. И глядя на фотографии в интернете, архитекторам удалось создать уникальное место. Но сейчас большая часть парка закрыта, и поэтому лично я не смогла полностью проникнуться этим местом. Что ж, это повод вернуться сюда снова. И, между прочим, создание этого парка сильно повлияло на стоимость окружающего жилья. Вы только представьте, цена подскочила аж на 103%. Есть в нем какая-то фишка? Есть. Но вот, к сожалению, из-за погоды сейчас половина парка закрыта, даже большая половина, как я говорила. И мы серьезно, мы искали больше вход сюда, чем мы погуляли по нему. Вот и все. Вот и конец парка. Сейчас мы находимся возле здания, которое было построено в 1890 году. Ранее это была фабрика Набиско. И именно здесь, в 1912 году, было изобретено легендарное печенье Орео. А сейчас же это один из лучших фудкортов в Нью-Йорке. Туристы отправляются сюда за знаменитыми сэндвичами с лобстером. Пойдемте и посмотрим, сколько же стоит такой сэндвич. Что за издевательство? Все закрыто, все закрыто. Я нашла место, где можно было отведать сэндвичи с лобстерами, но оно закрыто. Очень жаль. Сегодня он открыт, и можно заказать и попробовать знаменитых лобстеров. И можно даже заказывать с улицы, а приносят все вот за этот вот столик. Ждем и будем пробовать. Выглядит он вот так вот. Давайте его попробуем. Слушайте, он реально вкусный. Хлеб очень мягкий, немножко пропитанный маслом сливочным и очень хрустящий. Я, если честно, в лобстерах не разбираюсь вообще. Но мне вкусно, мне нравится. Наверное, это место я могу рекомендовать. Не зря оно такое известное. Пошли дальше гулять. В Нью-Йорке, по крайней мере на Манхэттене, нет мусорных баков. И поэтому люди, чтобы выбросить свой мусор из дома или офиса, они выносят все это на дорогу, на тротуар возле дороги. И после этого приезжают коммунальные службы и все вот это вот забирают. Но коммунальные службы не спешат это делать, и порой на дорогах скапливается просто огромное количество мусора. Это выглядит как свинство, это так портит все то, что есть вокруг. Вроде неплохое здание, красиво, атмосферно, но вот это все, это просто вот свинячество жесткое. Мы дошли до Гринвич-Виллидж, и, по моему мнению, это самый уютный район Манхэттена. Местные же его называют просто Виллидж, и это место как будто спрятано от шума Нью-Йорка. Но, несмотря на это, здесь очень много баров и уютных кафе. И в этом районе находятся самые известные нам дома из сериалов «Друзья» и «Секс в большом городе».
Тот самый дом Кэрри Брэдшоу. Кстати, по сюжету ее дом находился в Иссайде, недалеко от Центрального парка. Но для съемок было удобнее снимать здесь, в спокойном Вест-Виллидж. Буквально в 5 минутах ходьбы расположен еще один популярный дом. Дом из сериала «Друзья». И несмотря на то, что сериал здесь никогда не снимали, а дом просто брали для заставки, а это совершенно не та кофейня, где любили сидеть герои, этот перекресток является одним из излюбленных мест для туристов. Я не знаю, как нужно здесь утепляться, чтобы тебе было тепло. Столько одежды на мне. Ну, холодно, 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 холодно. I like to move it, move it. We like to move it. Следующий день я ждала с огромным нетерпением. И не только потому, что это был мой день рождения, а потому что в этот день должна была осуществиться моя маленькая мечта – полет на вертолете над Нью-Йорком. Друзья, у меня сегодня день рождения. И в честь этого мой подарок – это полет на вертолете. И я приглашаю вас присоединиться ко мне и посмотреть на Манхэттен с высоты птичьего полета. Вертолетная прогулка включает в себя облет статуи Свободы, небольшой части Бруклина и, конечно же, полет над Манхэттеном. Летая над Нью-Йорком, хорошо видно, что туристический и деловой Манхэттен занимает небольшую часть острова. И немногим севернее Центрального парка картина кардинально меняется. Здесь уже расположены не самые благополучные районы города, в которые в темное время суток лучше не заходить. И с высоты очень сильно бросается в глаза эта граница. Место, где небоскребы переходят в малоэтажки. I've been winning, I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you, boo, I style me. Driving around in California, looking for something to make me stay. Ну что ж, мы находимся там, где крутятся большие деньги. На улице, которая олицетворяет всю финансовую систему США. Мы на Уолл-стрит. Спасибо за проявленное доверие и добро пожаловать в наш центр. Это вам спасибо, я-то что? Пока. Вообще, история Уолл-стрит началась с работорговли. Торгуя рабами на аукционных площадках, многие сколачивали себе целые состояния. И уже тогда этот квартал стал точкой притяжения финансов. А в 1792 году, когда 24 трейдера подписали соглашение о торговле акций друг с другом, возникла Нью-Йоркская фондовая биржа. Что вообще представляет из себя фондовая биржа? Здесь ежедневно с 9:30 со звука колокола начинается торговля ценными бумагами, а заканчивается в 16:00, также по звучанию колокольчика. Раньше торговля проходила только в здании биржи, потому что иначе следить за изменениями цен на акции было невозможно. Но с развитием интернета торговать ценными бумагами теперь можно онлайн, и это сделать может любой желающий из любой точки мира. Не спрашивайте почему, но у меня Уолл-стрит неизменно ассоциируется со статуей атакующего быка. Я на самом деле и думала, что он находится на этой улице, но, как оказалось, статуя расположена в 2 кварталах от Нью-Йоркской фондовой биржи. Статуя изображает мощного, разъяренного, приготовившегося к атаке быка, символизирующего финансовый оптимизм и процветание. А для меня это выглядит так, как будто он собирается атаковать весь этот финансовый центр и установить здесь свои правила. Один из понедельников 1987 года ознаменовал начало всемирного финансового кризиса. Этот понедельник назвали черным. И именно с ним, по словам автора, вступил в атаку этот бронзовый бык. Памятник установили возле фондовой биржи, но примечательно то, что он был установлен без разрешения властей. И, конечно же, его намеревались убрать. Но он так понравился жителям города и туристам, что скульптуру решили оставить, но перенести на несколько кварталов дальше. Так он здесь теперь и стоит. А еще, если потереть яички, то будут водиться деньги. Ну как же я могу отказаться от этого предложения? Поэтому одно за себя, а второе за вас.
7 марта 2017 года в преддверии Международного женского дня напротив быка установили фигуру бронзовой девочки. Скульптура была создана в целях рекламы индексного фонда с высоким процентом женщин среди руководства, а установили ее перед женским праздником, привлекая внимание к проблемам гендерного неравенства. Саму статую специально сделали такого размера, чтобы она выглядела пропорционально размерам атакующего быка. Разрешение на установку было временное, сначала на неделю, а потом продлили еще на месяц. Но скульптор атакующего быка заявил, что девочка была установлена без согласования с ним и сместила замысел его быка, поэтому он попросил ее убрать. А мы же помним с вами, что автор быка установил свою скульптуру посреди улицы вообще без какого-либо разрешения. Но десятки тысяч жителей Нью-Йорка подписали петицию с пожеланием оставить статую девочки, и она простояла на своем первоначальном месте более 1,5 лет. Сейчас ее перенесли, и встретить ее можно смело стоящей лицом к центральному входу Нью-Йоркской фондовой биржи, там, где первоначально был установлен бык. Видимо, не зря скульптура называется «Бесстрашная девочка». Условно можно сказать, что Уолл-стрит – это место рождения Соединенных Штатов. Потому что позади меня находится здание Федерал Холл, где 30 апреля 1789 года состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. А сейчас на входе в Федерал Холл нас встречает памятник Джорджу Вашингтону на месте, где президент принимал присягу. И, между прочим, Джордж Вашингтон получил 100% голосов выборщиков. Кстати, мы заметили, что по всему Нью-Йорку официальные флаги везде приспущены. Не знаю точно, но, скорее всего, это из-за пандемии. Мы находимся с вами на месте, где 11 сентября 2001 года, после захвата террористами, где сначала самолет рейса 11 авиакомпании American Airlines, а через 19 минут самолет рейса 175 авиакомпании United Airlines врезались в башню Всемирного торгового центра. Сейчас на месте башен стоит мемориал в честь жертв, и на бассейнах мемориала осталось имя каждого. Каждый день рано утром рядом с именами, чей день рождения приходится на это число, появляются бутоны белых роз. Это дань памяти погибшим и как напоминание, что когда-то они жили полной жизнью, и сегодня они бы собрались в кругу своей семьи и друзей, чтобы принять поздравления. Но, к сожалению, уже никогда не смогут это сделать. Возможно, вы не знали, но в тот день были предприняты еще 2 атаки, и одна из них на Пентагон. Но ее ценой собственной жизни пресекли пассажиры и команда авиалайнера, пытаясь во время полета перехватить управление у террористов. В результате самолет разбился в штате Пенсильвания, вдали от крупных стратегических объектов США. Сейчас каждый год 11 сентября с места трагедии в небо устремляются 2 луча света. Они символизируют разрушенные башни и отдают дань памяти жертвам трагедии. Позади меня располагалась база охотников за привидениями. Пожарная часть снималась сразу же в 2 городах. Кадры изнутри части снимались в Лос-Анджелесе, а снаружи, здесь, в Нью-Йорке. Это здание является действующей пожарной станцией. Внутрь можно попасть, но только если вам удастся договориться с пожарными. Мы же пытались подойти к ней с разных сторон, но, к сожалению, никого не встретили и не смогли найти вход. К сожалению, YouTube не дает вставлять музыку из фильмов и песен. Но признавайтесь, у кого из вас заиграла в голове песня «If you're something strange in your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters!» Извините, петь не умею. Я пыталась. Мы сейчас находимся возле Гудзона и хотели успеть вот на этот корабль, который отвезет нас к Статуе Свободы. Но, к сожалению, мы опоздали. Последний рейс закончился, и нам сказали, что если вы хотите туда попасть, только
завтра. Я не знаю, успеем ли мы завтра сюда прийти или нет, но, по крайней мере, сейчас статуя свободы находится вот прям перед нами. И можно представить, как она встречала людей, которые приезжали из Европы сюда с надеждой на новую жизнь, и она им была каким-то маяком. Так и было на самом деле. И, возможно, те люди, которые приехали сюда из Европы, нашли свою американскую мечту. Нью-Йорк, конечно, Нью-Йорком, но переходишь дорогу, и ты оказываешься в Чайнатауне. Чайнатаун – это этнический район Нижнего Манхэттена, населенный преимущественно выходцами из Китая. И если вам захотелось отведать утку по-пекински или купить хороший женьшень, то вы пришли по адресу. Район представляет из себя огромный рынок с несчетным количеством магазинов, торговых лавок и китайских ресторанов. Но знаете, что меня поразило больше всего? Это то, что как только ты пересекаешь дорогу к Чайнатауну, ты как будто действительно оказываешься в Поднебесной, потому что вокруг тебя в секунду оказывается очень много иммигрантов из Китая. Дело в том, что китайцы практически не покидают свой квартал. Мне сложно объяснить почему, но возможно у них проблемы с ассимиляцией. А может быть и просто нет причин покидать свои уютные улицы. Этим Чайнатаун мне очень сильно напоминает Брайтон-Бич. Но туда мы доберемся с вами чуть позже. А еще переходишь через дорогу, и ты оказываешься в Италии. Итальянский район появился в конце 19 века, когда иммигранты, преимущественно из Сицилии, покидали родную страну и селились на уютных улицах Нью-Йорка. Считается, что именно здесь зародилась итало-американская мафия, и на этих улицах жили многие влиятельные мафиози. Раньше квартал был намного больше, но его соседство с Чайнатауном не обошлось без последствий. Китайская диаспора увеличивалась, и постепенно они начали селиться на территории маленькой Италии, потеснив ее жителей. Даже говорят, что сейчас в итальянском районе не осталось ни одного проживающего здесь итальянца, но зато осталось очарование улиц, где до сих пор находятся многочисленные рестораны и пекарни, и где можно съесть настоящую итальянскую пиццу и выпить бокал кьянти. Сегодняшний день мы проведем в Бруклине, но для начала я расскажу самый быстрый, удобный и дешевый способ передвижения по Нью-Йорку. Это метро. Пойдемте посмотрим более детально на цены. Есть несколько вариантов поездок. На одну поездку она действует 2 часа, стоит $3, и можно пересаживаться на автобусы. А также можно приобрести метрокарт. Стоимость карточки $1, и вы можете пополнять ее на сумму, которая вам нужна. И можно взять безлимитные поездки. На 7 дней стоит $33, 30 дней $127, на 7 дней, включая автобусы, $62. А еще самый простой способ – это просто поднести вашу банковскую карту к турникету. И в этом случае разовая поездка будет стоить $2.75. Нью-Йоркское метро – это крупнейшая система метрополитена в мире по количеству станций. Только представьте себе, оно состоит из 472 станций. Для сравнения, в московском метро 239 станций. У нью-йоркского сабвея есть еще несколько отличительных черт. Например, оно ходит не просто по своей линии, а идет по различным маршрутам. Поэтому понять эту схему с первого раза не так уж просто. По каждой его ветке одинакового цвета идет не один поезд, а несколько. Но они имеют разные цифры или буквы, обозначающие разные маршруты. И именно по ним нужно ориентироваться. А еще за нью-йоркским метро укоренилась слава одного из самых грязных метрополитенов в мире. Это действительно так. Такое впечатление, что тут не убирают совсем. Везде валяется мусор, от холода прячутся бомжи, бегают крысы. И к этому нужно быть готовым, потому что других вариантов быстрого передвижения по городу просто нет. Например, доехать от Таймс-сквер до Бруклина можно всего за 20 минут. Ну и где же начать знакомство с Бруклином, как не с Бруклинского моста? Бруклинский мост поражает своей мощностью и надежностью. Но когда только его построили, люди боялись по нему ходить и почти им не пользовались. Масло в огонь подлило то, что через неделю после открытия на мосту случилась давка из-за того, что мост раскачался от сильного ветра. И для того, чтобы успокоить жителей, власти решили пригласить в город бродячий цирк, чтобы провести через мост целый караван, состоящий из 21 слона. Завершал это необычное шествие огромный слон Джамбо, весящий 7 тонн. Этот отчаянный шаг убедил людей в безопасности моста, и с тех пор горожане, не боясь, использовали его.
Интересный факт, что из-за холодов зимой тросы на Бруклинском мосту сжимаются, и он поднимается примерно на 3 дюйма. Наверное, никогда еще индустриальный пейзаж не был таким узнаваемым. Между домами открывается вид на одну из башен Манхэттенского моста. И этот легендарный кадр украшает постер фильма «Однажды в Америке». А через пару улиц тестировал Феррари слепой Фрэнк и молодой парнишка Чарли, герои фильма «Запах женщины». Поворачивайте еще. Когда? Сейчас, налево. Хорошо. Из парка Бруклин-Бридж открывается, наверное, один из самых лучших видов на Манхэттен и Бруклинский мост. Мое мнение, что в Нью-Йорк лучше всего приезжать, когда стоит теплая погода, много зелени. Можно посидеть на траве, отдохнуть, понаслаждаться вот этим вот видом. Зимой, конечно, здесь тоже можно погулять, побродить. Единственное, что холодно и нужно постоянно где-то прятаться, чтобы согреться. В любом случае, даже зимой Нью-Йорк прекрасен. Мы сейчас находимся с вами в районе, который называется Дамбо. Down under the Manhattan Bridge Overpass, что в переводе означает «проезд под Манхэттенским мостом». В 1970-х годах в район стали приезжать молодые художники и прочий творческий люд. Они арендовали чердаки и подвалы помещения в бывшей промзоне. Недорогие и просторные. И до сих пор самые модные галереи находятся именно здесь. Именно художники, живущие здесь, придумали название Дамбо, чтобы район не дорожал. Дамб означает «тупой», и расчет был на то, что никто не захочет жить в районе с таким глупым названием. И ведь какое-то время план работал, но район стал модным, что повлекло за собой рост цен. Мы сейчас гуляем по Бруклину, и я пытаюсь понять, чем отличается Манхэттен от Бруклина. Самое главное отличие, которое я, по крайней мере, для себя выявила, это отсутствие вот этих вот огромных небоскребов, что дает людям больше света. Потому что по Манхэттену, когда гуляешь, особенно когда живешь на Манхэттене, такое впечатление, не во всех, но во многих районах, что ты в какой-то пещере находишься. А здесь вы посмотрите, вот просто голубое небо. Бруклин – это самая населенная бора Нью-Йорка. Трудно поверить, но раньше Бруклин был отдельным городом, и по населению он был 3-м городом США после самого Нью-Йорка и Чикаго. К Нью-Йорку же он присоединился только в 1898 году. Переговоры об объединении велись на протяжении многих лет, и против слияния была большая часть бруклинской элиты. На референдуме об объединении с Нью-Йорком лишь около 51% избирателей Бруклина проголосовали «за». И до сих пор некоторые бруклинцы считают это присоединение досадной ошибкой. А теперь мы отправляемся на Брайтон-Бич. И именно сюда первым делом поехал Данила Багров, главный герой фильма «Брат». Я искала тебя годами долгими, искала тебя. Приезжая сюда, ты оказываешься в прошлом. Тебя откидывает где-то на 30 лет назад, в Советский Союз. И такое впечатление, что годы идут, а тут время остановилось. И если, находясь в Нью-Йорке, вы соскучились по родине, по русской речи, по борщу и пельменям, то ехать нужно именно сюда. Брайтон-Бич, возможно, и не встретит вас дружелюбными улыбками, но вы встретите его с открытой и распахнутой душой. Многие советские эмигранты до сих пор живут на Брайтон-Бич без знания английского языка. Им это совершенно не нужно. А все потому, что они даже не выезжают за пределы района. Зачем? Если у них тут все есть, свое, родное. Ну, по $6. Пойдем посмотрим. Здесь есть? Ни разу, вообще в принципе,
в Европе, в Америке не было такого, что надо одевать на унитаз обязательно что-то. Но не на Брайтон-Бич. Какая-то другая реальность. Интересное ощущение, конечно. Я нашла фаворита. Красота же! Находясь здесь, на Брайтон-Бич, нет вообще никакого ощущения, что ты находишься в Америке. И посмотрите, все это выглядит как обыкновенный спальный район у нас. Все выглядит как у нас. За одним исключением. Океан рядом. Наши всегда знали, где поселиться. Пляж на берегу Атлантического океана. Что может быть лучше? Гуляя по Брайтон-Бич, сразу бросается в глаза, что здесь живет большое количество пожилых людей. А маски здесь носит далеко не каждый. Брайтон-Бич изначально задумывался как элитный курорт, но Великая депрессия и Вторая мировая война превратили Брайтон-Бич в один из беднейших районов города. Этим и воспользовались иммигранты из СССР, которые стали массово скупать здесь дешевое жилье. Поэтому сейчас Брайтон-Бич, или как его еще называют Маленькая Одесса, это самое сердце выходцев из Советского Союза. Вы можете любить Нью-Йорк, а можете его ненавидеть. Но одно могу сказать точно, этот город не оставит вас равнодушным. Нью-Йорк – это город огней, которые ослепляют круглосуточно. Город звуков, которые не умолкают даже ночью. Нью-Йорк – это город движения и таких разных людей. В Нью-Йорке все куда-то бегут, и ты бежишь вместе со всеми. И только где-то в парках время замирает. Я не зря несколько раз упоминала фильмы, которые снимались на его улицах. Потому что, оказываясь здесь, ты как будто переносишься на съемочную площадку. И здесь ты главный герой. Ведь каждый угол, каждая улица, каждое здание тебе кажется знакомым. В Нью-Йорке ты не чувствуешь себя чужим, и тебя как чужого никто не воспринимает. Друзья, к сожалению, мое пребывание в Нью-Йорке подошло к концу, и нужно уезжать. Мне так жалко, что я не успела показать вам все то, что хотела, но из-за карантина у меня, к сожалению, не хватило на это время. Но я не расстраиваюсь, я знаю, что еще сюда вернусь. Спасибо вам за ваше внимание, особое спасибо за подписки и лайки. Всем пока!